Всем привет, с вами Доктор, и сегодня мы с вами проедем 100 километров на велике. Вот мой велик, Mercedes Alex 4000. 100 километров за день я собираюсь проехать первый раз. Почему я не сделал это раньше? Просто потому что ехать некуда. Вот если вы, например, живете в каком-нибудь Краснодаре, там 100 километров как раз до моря. Плюс там каждые 10 километров потом будет какой-нибудь курортный поселок. У нас здесь до ближайшего города километров 400. Плюс ехать еще супер скучно, вокруг одна степь, точнее полупустыня. Поэтому я решил, почему бы не снять об этой поездке видео. Вот, купил экшн-камеру и решил поехать. Так какая-то мотивация хотя бы будет, не так скучно, можно хотя бы с камерой говорить. Сейчас вот будем выезжать из города, едем на объездную трассу. Таймер я пока не включил. Сейчас мы едем по мосту, который называется Старый мост. Мы все еще в городе. Справа от меня река Волга. Там еще один мост. Долго я собирался делать эту поездку. И вот прям вчера решил, что пора, потому что сегодня такая пасмурная погода, не жарко, всего под 30, потому что в ближайшие дни до конца лета будет, наверное, 40-50 на солнце, поэтому это уникальная возможность. Единственное, что ветер в лицо, что не очень помогает. Короче, решил вчера, что встану в 7 и поеду. В результате сейчас 11:30 мы стартуем. Стою на дороге, которая ведет на объездную трассу. На самом деле проехал уже 6 километров, но запускать буду вот с этой точки. Поедем на север, в городок, который называется Нариманов. Как раз до него 50 километров, обратно тоже 50, ну вот получится 100. Выбор места обусловлен тем, что на обратном пути можно заехать к маме и забрать клубнику. Блин, Машка в рот залетел. Короче, стартуем. Я, кстати, надеюсь, что в этом Нариманове будет хоть какая-то кафешка, потому что с собой я, кроме бутылки воды и пакетика манго, ничего не брал. На объездной, конечно, машин поменьше, но ездят здоровенные эти грузовики, фуры, воняют. Хотя все машины воняют, в принципе, но они особенно. И немножко, когда они, конечно, мимо тебя проезжают, немножко ты напрягаешься. Как бы не засосало под нее. Что-то я разогнался под 40. Просто потому что, вот о чем я говорил, очень скучно ехать, охота, побыстрее ехать по трассе, потому что ты сидишь как на тренажере. Абсолютно одинаковый пейзаж. Но я думаю, что в таком темпе, естественно, ехать не надо, а то я просто не доеду. Надо напоминать себе... Надо ехать километров, не знаю, 25 в час. Еще и ветер, походу, встречный. В общем, мы выехали на объездную трассу. Ветер в лицо. Я просто надеюсь, что когда я буду ехать обратно, он будет в спину, а не опять в лицо, потому что так очень часто бывает. Туда едешь, ветер в лицо, обратно едешь, ветер опять в лицо. Прекрасные степные пейзажи, вон коровки пасутся. Ветер, вот ветер вообще не в тему. Даже не потому, что он мне мешает, и я сильнее устаю, а потому что не слышно вот этот прикольный звук колес, которые едут по асфальту. Обожаю этот звук. Я, кстати, завел Telegram, выкладываю там мысли свои по жизни вообще, мысли касаемые второго канала, приколюхи разные и так далее. Поэтому, кому интересно, можете подписаться. Ссылку оставлю в описании.
Конечно, свежим горным воздухом ты не подышишь. Скорее солярой. Ну да ладно. Зато, как втопил, так и едешь до конца. Я надеюсь, потому что я не знаю, что там будет за дорога. Здесь-то дорога хорошая. Ерик, Суходол. Вы видите, здесь Ерик. А он есть. Ну, в принципе, название говорит само за себя. Так, ну давайте немножко надавим на тапку, что ли, для разнообразия, чтобы не засыпать. Но не сильно. Но не, меня... Нифига себе ветер! Ну, 40 как... 40, конечно, разогнались, но ветерок довольно сильный. Просто как в стену упираешься. На самом деле для меня тут нет какого-то особого челленджа в физическом плане, потому что я уверен, что я проеду как бы. Ну, если, конечно, не топить, как я делал до этого. Если спокойно ехать, конечно, доеду, но скучно. Ну и плюс еще ветер вот неудачный, встречный ветер тоже немножко напрягает. Единственное, что у меня может затечь жопа, потому что, несмотря на то, что я еду в велошортах, они смягчают, но мне кажется, вот это сиденье, которое стоит на этом велике, на спортивных великах вообще должны стоять жесткие сиденья, но мне кажется, это сиденье, оно не для моей костлявой жопы, оно спроектировано под более мясистой жопы, поэтому у меня оно жопа немножко затекает иногда. Ну и не знаю, там могут коленки заболеть, судорога ногу свести. В этом плане, конечно, можно ожидать чего угодно. Еще одна проблема, которая может сегодня возникнуть, это вот эти вот облака, которые мне не очень нравятся. Возможно, будет дождь. То есть одну проблему мы решили с жарой с помощью этих облаков. Но они же создали нам другую потенциальную проблему. Дождя, надеюсь, не будет, потому что я вообще ничего с собой не брал. Ну и как вы видите, тут 0 деревьев вокруг. Так что, не знаю, придется... Если будет дождь, придется искупаться немножко. Ну что, немножко навалим? Ну тут, конечно, не навалишь. 43. Ну, как бы дальше можно, конечно, но отдыхиваться я буду долго. Ветер. Вот сейчас указатель был, что до Нариманова осталось 29 километров. Всего ничего. Как вам пейзажи? Так, мы подъезжаем к поселку Тенаки. Здесь находится довольно известный курорт Тенаки, там лечебные грязи. Вот он там, если направо повернуть. Так, и здесь мне надо на ту сторону. Все, вангую, что здесь дорога будет ухудшаться. Или чуть дальше. Такой классной широкой обочины, возможно, мы больше не увидим. Хотя, может быть, все починили. Так, это что у нас? Пробка. Или что делать?
Что, будем обгонять? Окей. Справились. Так, ну что, мы уже конкретно прям в Астраханской области. Уже далековато от города. И, кстати, суммарно я уже проехал 25 километров. И надо не забывать пить. Поэтому надо будет... Да хорош уже, а! Поэтому надо остановиться, попить. Ну, в общем, как я и предсказывал, обочина отшумела. Ладно, надо попить. Пью обычную воду с солью. В интернете написано, что надо добавить соль. Да, нужно не забывать пить, чтобы не было проблем с коленями. Небольшой спуск, можно чутка навалить. Да. Если бы не было ветра, было бы намного лучше. Вот этот постоянный шум в ушах, он немножко тоже напрягает. Ветер — это один из, наверное, главный враг велосипедиста. Ну, если он в лицо, конечно. Хотя, не знаю, может быть, машины — главный враг велосипедиста. Ветер, машины, собаки. Это, по крайней мере, для меня. Сейчас вот висел дорожный знак «Осторожно, коровы». А я вот пока ехал, видел, наверное, ежиков 5, которых машины переехали. На дороге они лежали. И вот у меня на районе тоже была такая дорога. Я по ней на дачу ездил постоянно. И там постоянно переезжали ежиков. И меня так это расстраивало, что я даже заказал знак «Осторожно, ежики». Хотел повесить, но нифига не повесил, потому что непонятно, сейчас повешу, меня потом оштрафуют или еще что-нибудь скажет, типа, препятствует движению. Ну, не знаю, можно вешать знаки так дорожные или нет, вот самовольно. Но прям опечаливает меня это. То есть я и так машины не очень недолюбливаю чутка, как велосипедист. Они еще и ежиков переезжают. Короче, кто знает, напишите в комментариях, можно знак повесить или это надо согласовывать с кем-то. Товарищество «Спектр». Мы уже очень близки. Здесь прям какое-то поле альтернативных источников энергии. Куча солнечных панелей. Вот он, этот знак. Осторожно, коровы. Коров, правда, я тут не вижу. Но эти знаки висят, я не знаю, через каждые 2-3 километра. Хотя коровы, наверное, и для самих автомобилистов довольно опасны. В отличие от бедных ежиков. Итак, проехали где-то 35 километров сначала. Так что, наверное, надо остановиться, попить. Как раз вот на этой прекрасной остановочке. Кстати, обратите внимание, тут помимо солнечных панелей еще и какие-то ветряки стоят. И посмотрите на то, с какой скоростью он крутится. Просто как пропеллер у самолета. Это в тему о том, какой сейчас ветер. Хотя, мне кажется, ветер не такой сильный, чтобы он крутился с такой скоростью. Но в реальности такое чувство, что этот столб сейчас улетит куда-то. Гринписовцы и
защитники экологии должны гордиться этим местом. Итак, 40 километров мы уже проехали, 35 по трассе, 40 всего. Едется, в принципе, легко, но немножко подзасыпаешь, что ли, чутка. Потому что интенсивность небольшая, где-то в среднем 25 километров. 25-28. И однообразный пейзаж. Из-за этого немножко так. Особенно, когда задумываешься, прям немножко засыпаешь. Ну, а так в целом все отлично. Что-то реально прям как-то скучно становится ехать. Поэтому какое-то время решил подержать скорость в районе 35, чтобы немножко взбодриться. Потому что тут и машин уже особо нет. И посмотреть особо не на что. Ну, хотя вон деревья какие-то начались. Я, кстати, думаю, что через минут 15 уже должны подъезжать. А вот и те самые коровы, о которых нас предупреждали все это время. Село Волжское. Вот реально коровы переходили дорогу. Надеюсь, они не нападают, как собаки, на велосипедистов. И знаете, как будто ветер стихает, потому что я начинаю слышать звук покрышек. Вон еще один путешественник. Ну да, вот, я не знаю, как будто ветер реально чутка стих. Потому что вот еду 40, 35-40, вот это время последнее. И, в принципе, нормально. Ну, как нормально, на несколько минут. До конца, конечно, так ехать не нужно. Ура, цивилизация. Улица Плеханова. Изучаем родные места. Астраханская область. Я здесь никогда не был. Так, Нариманов 4,8 километра. Почти приехали. Итак, друзья, мы въезжаем в этот прекрасный город Нариманов. Но что-то пока он не отличается от того, что я видел до этого. Наверное, что-то будет дальше. Так что продолжим. Так, здесь у нас непонятно что. Где обочина? Обочины нет. А там едет какая-то фура. Ладно. Поедем по встречке. Так, теперь мне надо уходить. Ну куда? Ну вот что. Я бы ехал вот там, но, блин, что я не доверяю водителям. Особенно если какая-то фура поедет. Очень легко она может зацепить тебя. Блин, ну где город-то сам? Точнее, километров 5 уже была эта вывеска назад. Может, я его проехал уже? А, нет, я вижу какие-то дома, какие-то пятиэтажки. Так, наконец-то можно съехать на обочину. Блин, какие тут классные дороги. Даже можно навалить. Я вижу дома. Я вижу девятиэтажки. Отлично. Все было не зря. Итак, мы въехали в город. Хотите влог из Нариманова? В этом городе очень большое значение уделяют качеству дорог, как вы уже поняли. Блин, муха врезалась в губу, я не знаю, чуть не разбила как будто. Так, теперь нам нужно где-то припарковаться.
и понять, где тут можно зайти в нормальное кафе. В общем, остановился вот в такой вот прекрасной беседке. Сидеть, правда, в ней невозможно, потому что тебя сожрет мошкара. В Астрахани мошки намного меньше, я не знаю, тут какой-то ужас просто. Кафе я не нашел. Ну, их всего тут 3, судя по Google картам. И, возможно, все они на вынос. Не знаю, может, доеду сейчас до одной, посмотрю, если ничего не будет. Просто зайду в магаз, куплю воды, закинусь манго, и можно будет возвращаться. И, кстати, да, вот статистика. Проехали 45 километров по трассе. Всего 50 от дома. Средняя скорость 26 километров в час получилось. И да, я сейчас посмотрел, ветер был северо-восточный. То есть ехал я против ветра сюда. Состояние нормальное. Жопа отошла. Жопа немножко закостенела за это время. А так все нормально. Надо идти в кафешку. Так, я вижу красно-белое. Вот, я вижу кафе. Нужно найти нормальное кафе, потому что обратно ехать 50 километров не хотелось бы, чтобы посреди степи возникли проблемы определенного плана. Так. Что, а где вход в это кафе? Вот это кафе? Не, в это кафе что-то я не особо хочу идти. У него даже облицовки нет. Вот какое-то кафе. Почему в этом городе у кафе нет входов? И вот это вход. Кафешку я не нашел, зато посмотрите, какая здесь есть прекрасная церковь. Короче, с этим поиском кафе я, наверное, не 100, а 150 километров проеду, потому что я уже, не знаю, весь город объездил, что-то ничего не нашел. В результате спросил у местных, они сказали, что есть хорошее кафе где-то на трассе. На меня сейчас капнул дождь, это очень плохой знак. Короче, поеду на трассу, посмотрим. Наверное, речь шла вот об этом кафе. Конечно же, здесь есть пивмаг. Пивмаг должен быть в каждом городе, на каждой улице. Надо зайти. В общем, это была не кафешка, а какой-то ларек с выпечкой, поэтому будет беляш, кофе. Я вернулся в свою беседку. Кстати, люди на меня тут так смотрят подозрительно. Ну, правильно, какой-то чувак в обтягивающих шортах с маленькой камерой ходит, что-то говорит. Ладно, в общем, поем, и можно будет ехать обратно. Так, ну что, друзья, я поел, запас воды пополнил. Можно выдвигаться обратно. Итак, друзья, мы снова в пути. Покидаем этот прекрасный город. Спасибо ему за все, что он для меня сделал. За этот прекрасный беляш. Пришло время возвращаться домой. Но сначала нужно заехать к маме и забрать ведро клубники. До нее где-то километров 35. Всего ничего. 36 до Астрахани. Вот за таким КамАЗом в воздушном мешке, наверное, прикольно ехать. Но не очень безопасно. Так, ну что, проехали мы где-то 18 километров от Нариманова. Вот этот пропеллер. Едется нормально, несмотря на то, что ноги чутка подзабились. Но в целом, из-за того, что ветер не дует в лицо, он и в спину не дует, но хотя бы в лицо не дует, дует в бок. Ехать, возможно, даже чуть полегче, хотя ноги все-таки забились. Так, вот я вижу остановку. Надо, наверное, остановиться, попить. О, даже туалет есть.
Немножко потянем ножки. Смотрите, тут ящерка. В мире животных с Тимуром Доктором. Бля, вот тут лучше сейчас вообще не дышать. Вот в такие моменты я просто задерживаю дыхание, либо дышу через футболку. Просто дымоган стоит черный. Greenpeace, сделайте что-нибудь с этим. Велосипедисты страдают. Кстати, знаете, какое место у меня устало больше всего? Это, наверное, шея и трапеции, потому что еду с рюкзаком, несмотря на то, что он всего 2 килограмма, сижу вот так согнуто, то есть согнут я в одну сторону, а рюкзак тянет в другую. И те, кто смотрит мой второй канал, знают, что у меня, ну, я говорю массажист, мои спрашивают, какая проблемная зона? Я говорю, ну вот, шею немножко тянет. И вот, видимо, тянет ее, бывает из-за того, что часто на велике езжу с рюкзаком. Потому что вот зимой, когда катаешься поменьше, все плюс-минус прошло. А сейчас опять начинается. Ну, не то, что сильно, но по утрам бывает, что тянет чутка. Астрахань приветствует дисциплинированных водителей. Я дисциплинированный водитель. Короче, мы въезжаем в Астрахань. Проехал я к этому моменту 71 километр по трассе. Всего где-то 70. Не, учитывая, сколько я там кафе искал в Нариманово, я не знаю, наверное, 85. Но ехать остается еще прилично. Даже до мамы. Не говоря уже до центра города. Ветер опять стал дуть в лицо, блин. Как так получается? В общем, 80 проехал. Почти доехал до мамы. Сейчас заеду к ней, заберу ведро клубники, попью чай и тогда уже домой. Ветер прям в лицо. Вот я не знаю, написано западный ветер. Какого хрена он тогда дует с юга? Кто делает прогноз погоды? Почему так происходит? Так, тут у нас пошла грунтовая дорога. Немножко для таких покрышек она не подходит. Точнее, покрышка не подходит для нее. Ну ладно. Немножко начинает болеть поясница. Но вот это из-за того, что в Нариманове не было кафе, где можно посидеть. Там вообще нельзя было посидеть, потому что мошка сжирала. Поэтому не смог отдохнуть нормально. Поэтому поясница немножко дает о себе знать. Ну, еще, может, у меня сидушка не совсем правильно выставлена. Не знаю. В общем, короче, сейчас доеду до мамы, беру ведро, пью чай и продолжаем. В общем, я у мамы. Мама мне сказала, что нужно было ехать в сторону дельты Волги. Типа там шикарные виды. Но я не уверен, что там будет такая же шикарная дорога, как была сейчас. Кошка что-то мурлычет. Короче, допиваю чай, забираю клубнику и продолжаем. В общем, все, я загрузился. Едем по гравийной части маршрута в сторону объездной. Вау! Тут, конечно, лучше на МТБ ездить. Так, здесь придется немножко велик потаскать уже. Не он меня, а я его. Смотрите, какое небо. Вообще ништяк. Тишина, спокойно.
красиво. Но пора ехать. А что, с горочки чуть-чуть навалим. Тенаки 1 справа. Вот помните, мы с вами проезжали курорт Тенаки? На самом деле он называется Тенаки 2. А вот здесь справа от меня, вот туда, где-то километр направо, был курорт Тенаки. Но сейчас он называется Тенаки 1. Там было соленое озеро, лечебные грязи. Он очень старый. Люди со всей страны приезжали туда лечиться. Ну и сейчас в Тенаки 2 тоже приезжают со всей страны, я думаю. Потому что там какие-то уникальные лечебные грязи. Вот. Сейчас первые Тенаки заброшены. И озеро вроде высохло. Но в детстве мы там купались. Ну, там можно было прям лежать, ну, как в Мертвом море. Лежать на воде. Или сидеть вообще можно было на воде. Газету читать, я не знаю. В общем, прикольно было. Но, конечно, щипало тело жутко. Особенно, если у вас есть кот. Ерик безымянный номер 1. Здесь столько этих ериков, каналов разных, что решили даже не придумывать название этому ерику. Просто безымянный номер 1. А сколько еще таких безымянных ериков тут есть? Ну вот, ерик безымянный номер 2. Но здесь даже воды вообще нет. Понятно, почему он номер 2. Сейчас, кстати, приходится держать скорость выше 30, чтобы средняя не упала ниже 25. Потому что, когда въедем в город, там, конечно, уже так не поедешь. Постоянно надо будет тормозить, ехать медленно, чтобы ни в кого не врезаться. Так что надо немножко поработать. Ехать осталось совсем недолго. Съезжаем с объездной, выезжаем на дорогу, которая ведет в город. Какой красивый закат! Вот последнее, что ты хочешь увидеть после того, как проехал, ну, можно сказать, 100 километров, потому что мы почти приехали, так это вот такой подъем. И снова вид на реку Волгу и вид на город. Теперь спуск. Но тут такой спуск, как бобслейный желоб. Плюс потом сразу на проезжую часть. Поэтому педали крутить здесь не будем. Еще и может выскочить кто-то. А так бы можно было нормально разогнаться. Ну вот и все. Памятник Петру Первому. И вот такой вот красивый закат. Так, ну что, 99,9, 100 километров проехали. В общем, проехал 100 километров, на самом деле чуть больше, километров 110, но записалось 100. Ехалось легко, особенно после того, как заехал к маме, чуть отдохнул, можно было хоть еще 100 проезжать. Мне все понравилось, дорога была отличная, как какой-то автобан. Респект тем, кто построил эту дорогу и обслуживает ее.
Спасибо вам, что смотрели. Мне было весело делать это видео. В общем, с вами был Тимур Доктор. Всем пока.